Зависимость, просто чтобы вы знали. Зависимость – это отдельная категория. Вы слышали, что я сказал? Зависимость – это отдельная категория. Это не присутствие к выпивке, пристрастие к курению, пристрастие к распутству, пристрастие к блуду, пристрастие к лжи или пристрастие к воровству. Это не так много зависимостей, это одна зависимость. Зависимость есть зависимость. Это целая сеть. То, что я вам говорю, очень важно, потому что сегодня сатана использует зависимость, чтобы занять вас, тратя впустую время, которое вы должны отдать Богу или чему-то более продуктивному в вашей жизни. И он занимает вас. Вот почему вы можете заметить в своей жизни, те из вас, что вы зависимы от того или иного. Вы можете заметить, как только вы освобождаетесь от одной зависимости, вы переходите к следующей зависимости. Как только вы освободитесь от другой зависимости, вы переходите к следующей зависимости. Решение состоит в том, чтобы освободиться от зависимости в целом. Придя к Иисусу и получив избавление от зависимости. И вы видите, как зависимость может прийти в вашу жизнь. Это приходит через вредные привычки. Кто из вас знает, что когда вы берете сигарету в руки, чтобы выкурить, это вредная привычка? Это что-то плохое. Кто из вас это знает? Дай мне увидеть твою руку. Все это знают, верно? Но все же некоторые из вас говорят, дайте мне хотя бы один раз попробовать. Вы пробуете один раз, а потом скажете, попробуй еще раз. Попробуйте в третий раз. Это стало плохой привычкой. Если вы продолжите кормить его, он превратится в зависимость. Тогда вы станете заядлым курильщиком. И как вы бы ни старались остановить это, вы не сможете остановить это, пока Бог не освободит вас. Вы со мной? Так работает сатана. И нам полезно знать эти вещи. Потому что если вы не знаете, вы будете обмануты. У скольких из вас дома есть маленькие дети? А иногда, чтобы ваши дети оставили вас в покое, вы даете им планшет и говорите, играй в свою игру. Сколько из вас сделали это со своими детьми? Вы дали планшет, а потом ребенок продолжает требовать этот планшет или ваш телефон. Мама, дай мне телефон, папа, дай мне телефон, и ты даешь. Вы говорите, это ребенок, пусть играет, это хорошо. Они должны быть чем-то заняты. Нет, они заняты формированием вредной привычки. И тогда эта вредная привычка может превратиться во что? Во что? Это может превратиться в зависимость. И когда это становится зависимостью, братья и сестры, им очень трудно это остановить. Они как пьяницы. Они как наркоманы. Та же наркомания, когда кто-то колет себе героин. Это такая же зависимость, как и того, кто играет в игры на телефоне. Вы видите, по незнанию, сколько из нас познакомили своих детей с играми на телефоне, планшете или ноутбуке. Или мы даже покупаем им PlayStation, Xbox. Мы покупаем это для наших детей, чтобы в конце концов сделать их зависимыми. Вот почему вы можете увидеть, кто-то вырос и стал 20-летним, 30-летним и 30-летним. Этот человек все еще пристрастился играть, как маленький ребенок по телевизору целыми днями. А жена говорит, ты сегодня не работаешь? Нет, я здесь с друзьями. Я занят, и я пойду на работу завтра. Представляете, насколько это серьезно? Зависимость – это отдельная категория. Это не пристрастие к выпивке, пристрастие к курению, пристрастию к распутству.
Пристрастие к блуду, пристрастие к лжи или пристрастие к воровству. Это не так много зависимостей, это одна зависимость. Зависимость есть зависимость. Это целая сеть.